Корейские крупные компании возвращаются на российский рынок, в том числе на фоне тарифного давления со стороны США. Обсуждаются продажи по старым ценам. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Крупнейшие компании Южной Кореи рассматривают возможность возвращения в Россию после отмены санкционного режима, особенно с учетом усиливающегося давления со стороны США в области тарифов. В этот список входит и автомобильный гигант Hyundai Motor, объединяющий такие известные марки, как Hyundai и Kia, о чем сообщает южнокорейское издание. Издание напоминает, что Hyundai и Kia занимали лидирующие позиции по продажам среди всех автомобильных брендов в России в 2021 году. Несмотря на уход с рынка и продажу производственного предприятия в Санкт-Петербурге в декабре 2023 года, компания предусмотрела в договоре пункт, позволяющий ей выкупить завод обратно в течение 2 лет, что может свидетельствовать о желании сохранить за собой возможность возвращения при благоприятных условиях. Намерения вернуться касаются не только автомобильного сектора, также упоминаются такие крупные корейские бренды, как Samsung и LG. Отмечается, что Samsung в текущем году значительно активизировала свое присутствие на российском рынке с точки зрения маркетинга. LG, в свою очередь, частично возобновила работу на своем московском заводе по производству бытовой электроники. Южнокорейские журналисты подчеркивают, что Россия для компаний из Кореи остается важнейшим стратегическим направлением, играя роль своеобразного логистического и торгового моста между Центральной Азией и европейскими странами. По информации Министерства иностранных дел Южной Кореи, в 2021 году объем двухсторонней торговли с Россией достиг отметки в $30 миллиардов. На тот момент российское направление занимало 12 место среди крупнейших экспортных рынков для южнокорейских товаров. Информация о возможном возвращении Hyundai на российский рынок также появилась на днях в публикациях другого корейского издания. Издание утверждает, что в компании прорабатывают сценарий с обратным выкупом завода в Санкт-Петербурге, на котором в настоящее время производится модель под маркой Solaris. Пока обсуждаются сроки возвращения Hyundai и Kia на российский рынок, в страну уже пришел первый корейский автопроизводитель. Им стал бренд KGM, ранее известный как Sanyong. И судя по первым откликам дилеров, экспертов и даже покупателей, у марки есть все шансы на успешный старт. Китайские автопроизводители в течение 3 лет работали в практически идеальных условиях. Им никто не мешал, ни высокие кредитные ставки, ни государственные барьеры, ни конкуренты. Все располагало к тому, чтобы закрепиться на рынке, и все ресурсы были в их распоряжении. Но несмотря на благоприятную среду, безоговорочной победы не случилось. Российский автолюбитель оказался разборчивее, чем рассчитывали. Многие так и не приняли китайский автопром как полноценную замену ушедшим брендам, и доля скептиков продолжает расти. Первый автомобиль KGM в России был продан в Туле. Покупатель – человек с опытом, статусом и четкими предпочтениями. Он сознательно отказался от китайского автомобиля, выбрав корейскую машину, несмотря на ощутимую цену. Для него важны были не только характеристики, но и происхождение, а также гарантия и официальная дилерская поддержка. Оценки дизайна и ценовой политики моделей, таких как KGM Taurus, могут отличаться, но у марки есть один аргумент, который трудно превзойти. Она предлагает официальную гарантию, поддержку дилеров, доступные сервисные решения и, самое главное, не является китайской. Таких опций сегодня крайне мало. Машины из параллельного импорта в расчет не берутся, с ними нет ни прозрачности, ни уверенности. Как отметил глава Rex Motors, дистрибьютора KGM в России, еще до начала продаж были подготовлены все ресурсы для качественного обслуживания: техническая документация, базы данных, каталоги запчастей, сервисные инструкции. Все это должно было обеспечить беспроблемный старт. По словам Михаила Мартынова, возглавляющего сеть СТО и магазинов автозапчастей, автомобили KGM уже активно обслуживаются в их сервисах.
Запчасти подбираются по уже знакомым каталогам SsangYong, поскольку платформы остались прежними. Основные комплектующие, фильтры, колодки и тому прочее уже есть в наличии. Основной моторный вариант – 1,5-литровый турбированный двигатель, который механикам хорошо знаком. Исключением является только Rexton с 2-литровым мотором. При этом, как предупреждает эксперт, на начальном этапе все же возможен дефицит некоторых уникальных деталей, не входящих в список расходников. Но и в этом случае корейцы выглядят увереннее китайских коллег, которым так и не удалось выстроить четкую систему послепродажного обслуживания. У KGM есть прочный фундамент, сервисная инфраструктура, оригинальные детали, специалисты, обученные по фирменным мануалам, гарантийные обязательства и, что немаловажно, реноме качественного корейского автомобиля. В планах доступны кредитные программы, которых пока нет ни у одного из китайских брендов. Так что, несмотря на то, что китайцы успели захватить рынок в момент отсутствия конкуренции, с появлением KGM ситуация может заметно измениться. Новый корейский бренд оказался готов к работе и предлагает именно то, что ищут зрелые, платежноспособные покупатели, предпочитающие уверенность и проверенные решения. Дилерская сеть KGM в России на старте представлена 23 автосалонами, но в ближайшем будущем планируется расширение. Также ранее стало известно, что сборка автомобилей KGM для российского рынка будет осуществляться на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. По ценовой политике линейка моделей распределена следующим образом. Наиболее доступным кроссовером стал Tivoli. Его стоимость начинается от 3 миллионов 590 тысяч рублей. За Корандо придется выложить минимум 4 миллиона, а Торос обойдется уже в 4,8 миллиона. Самым дорогим в линейке оказался рамный Rexton, стартовая цена которого составляет 6 миллионов 790 тысяч. Увидев эти цены, понимаешь, что в SsangYong нет ничего породистого. Этот концерн вообще стоял на грани гибели, если бы не Hyundai. Tivoli за 3,5 миллиона это примерно как Tiggo 4 за 1,8 миллиона или Julion за 2,3 миллиона. Это автомобили-конкуренты. Ну что, теперь прикиньте, сколько будет стоить Toyota при возвращении. RAV4 в 5 миллионов готовы брать? Новый СПИК, утиль, пошлины, СБКТС, НДС и прочие государственные поборы не оставляют шанса на дешевые автомобили. Мало того, ни один концерн не вяжется и в долгую на локализацию, так как в этом нет никакого экономического смысла. Господин Чемизов постарался на отлично пролоббировать условия и зафиксировать прибыли для своего подконтрольного АвтоВАЗа. Нам нужны продажи авто по старым ценам, Kia и Hyundai по 800 тысяч рублей. Отечественные СМИ словно по команде хором заговорили о великом возвращении корейских автоконцернов в Россию. И вроде бы новость хорошая, надежда, что любимые Hyundai и Kia снова появятся в шоурумах, кого-то определенно порадует. Но куда интереснее не сами громкие заявления, а последовательность событий, которые ясно дают понять, камбэк — это не гипотеза, а уже реализуемый план. Мир, погруженный в метафизику гендеров и политических танцев с бубном, вдруг начал прозревать. Политика политикой, а деньги любят счет. Что думаете о таких возвращениях? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. В ответ на увеличение тарифов Трампом, наш ЖЭК тоже поднял тарифы. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.